Об уходе Трусовой и Косторной, о Евгении Медведевой и Алине Загитовой, Брайане Орсере, Евгении Плющенко и многое другое в этом выпуске. Генеральный директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал, как воспринял уход фигуристок Александры Трусовой и Алены Косторной из группы Этери Тутберидзе в Академию олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Вы довольно активно комментировали новости о переходе фигуристок из «Самбо-70» в Академию Евгения Плющенко. Этери Георгиевна сама раскрывала этот рынок, когда из перспективных, но еще сырых ребят делала великих фигуристов. Люди смотрят на это, и им тоже хочется создавать такие условия по подготовке чемпионов. А для меня, как для руководителя большой семьи, важно защищать ее членов. Это связано не только с фигурным катанием. Истории были разные. Были случаи, когда ребята забирали документы и переезжали от нас к другим тренерам. Но это всегда было как-то спокойно и в пределах правил. Евгения Медведева и Алена Косторная после своих переходов продолжали представлять «Самбо-70». Но Брайан Орсер в ваших комментариях не такой плохой человек, как Евгений Плющенко. Сейчас другие времена. Здорово, что сейчас у фигуристов есть свобода в выборе и возможность попробовать себя у другого тренера. Через это проходят почти все спортсмены. Мне в свое время казалось: вот перейду я из «Самбо-70» в ЦСКА или «Динамо», и там меня научат. Но потом заканчиваются все обидки. И через 10-15 лет люди встречаются, целуются и плачут о том, какие были великолепные взаимоотношения тогда. С Женей Медведевой было как-то так. Она попробовала себя у одного из самых великих тренеров. Но теперь вернулась, Орсер все принял, и Тутберидзе ее взяла обратно. Вернулась, тренируется дальше. Может, будет какой-то еще шаг. Это нормальное явление. Моя главная задача, чтобы они любили школу «Самбо-70», где мы им постарались создать все условия. Тем не менее, вы почти ничего не говорили о переходе Медведевой к Орсеру, но дали достаточно ярких комментариев о трансфере Косторной и Трусовой к Плющенко. Эти девчонки были в 9-10 классе. Они несовершеннолетние. За них, наверное, должны решать взрослые. В случае необходимости перехода должны быть специальные собрания, с участием родителей и руководителей федерации, где бы решалось о переходе спортсмена к опытному тренеру, который уже воспитал чемпионов. И я, как руководитель школы, не могу просто так пройти мимо переходов, которые были в это межсезонье. Вам было обидно, что вас не поставили в известность? Конечно, нужно было подходить и договариваться. Тогда все было бы по-другому. У Трусовой есть друзья в школе, учителя, которые с ней занимались. Она хорошая девчонка, не отказывалась ни от одних показательных на наших мероприятиях, хотя уже была великой спортсменкой. Надо отдать должное Тутберидзе, которая создала вокруг себя куст из спортсменов сборной России. И довела их до таких результатов, что в них трудно поверить. Трудно поверить, что школа с названием «Самбо-70» стала лучшей в мире по фигурному катанию. И это официально. У меня даже есть грамоты, которые это подтверждают. Это все сделала Тутберидзе со своими воспитанниками. Перемирие между школами по фигурному катанию когда-нибудь наступит? У нас нет разборок как таковых. Все соцсети кипят. Команда Тутберидзе выкладывала переписку Загитовой и Рудковской. Вы называли Плющенко бездельником. Я никогда не называл Плющенко бездельником. Это все как-то развили. Я называл его великим спортсменом, но человеком, который пока не проявил себя как тренер, не воспитал свою звездочку. Женя – великий спортсмен, который приносил медали для страны. Это его огромное достоинство. Он талантливый, если не сказать гениальный спортсмен. Но кем бы он ни был, он находится в другом лагере. Хоть там Плющенко, хоть тренер с Дальнего Востока, я все равно должен защищать своих ребят. И мне нужно отвечать на вопросы детей, которые ко мне подходят на перемене и спрашивают: а почему ушла наша одноклассница? Они задают вопросы. Конечно, они же друзья. Они столько лет прошли вместе с Сашей и переживали за нее, как за одноклассницу и подругу. И у кого, как не у директора школы, узнать о ней? И что вы отвечали? Разное отвечал.
Говорил, что она сделала такой выбор, что, наверное, ей посоветовали родители. Но отмечал, что самая лучшая школа, все равно самбо-70. Когда был юбилей самбо-70 в сентябре этого года, очень многим не понравилось, что не пригласили Загитову. Я сейчас не хочу даже оправдываться, потому что коллектив, руководство школы очень много сделало для Алины, и помогало ей учиться, определяло ей высшее учебное заведение. В случае с поднятием флага мы не имели права рисковать здоровьем ее и детей из-за ситуации с вирусом. Но она же не знала, что вы ее ждете на поднятие флага. Она может прийти и поднимать флаг. У нас это традиция, для нас они все наши замечательные дети. Проходят годы, и многое уравнивается. Да, будут говорить. Когда-то она была молодец, олимпийской чемпионкой. Но прежде всего она осталась ученицей школы самбо-70. Это главное звание для всех нас. Это намного важнее и главнее, нежели чем олимпийское золото. Во всяком случае, для меня. Для меня Загитова – это пример, каким спортсменом можно стать. Алина пошла в журналистику. Вы говорили о том, что многие преподаватели помогали ей выбрать дальнейшее образование. Я иногда даже даю лекции на этой кафедре журналистики. С ней еще увидеться не получалось, но меня часто приглашают в этот чудесный вуз. И мы дружим, находимся, можно сказать, через дорогу, по соседству. Спортивная журналистика – интересная перспектива для многих спортсменов. Алина начала делать первые шаги. Сейчас она пробовала вести ледниковый период. Может, не все получается, но уверенности от передачи к передаче больше и больше, значит, мастерство растет, профессионализм растет, и она может себя связать с этим направлением. Лайшев высказался о системе контрактов в фигурном катании. Школа «Спорткомитет Москвы», Федерация фигурного катания Москвы, Всероссийская федерация фигурного катания, Министерство спорта. Все те, кто вкладывается в спортсменов, и те, кто должны принимать решения о переходе. Я считаю, что это нормальный цивилизованный метод – сесть за стол переговоров и принять такое решение. Сейчас у фигуриста контракт только с федерацией, а школе он, по сути, ничего не должен. Мы абсолютно бесплатно, безвозмездно предоставляем условия, и, естественно, ничего не просим со спортсмена. Только занимайся, тренируйся, приноси славу нашему городу. В таком популярнейшем виде спорта, как фигурное катание, обязательно должны быть контракты, которые сочетались бы с несовершеннолетием, коль омолаживается вид спорта. Здесь еще и законодательная база должна присутствовать, чтобы были правильные переходы и чтобы мы не были потом виноваты перед этим человеком, сказал Лайшев.